Всем привет! Сегодня я покажу, как сплести вот такой вот ажурный поднос. Сейчас скоро будет Пасха, и вот на такой вот поднос можно положить пасхальный кулич, вокруг разместить яички. Это будет прям очень красивым таким центром праздничного стола. Ну, или же просто использовать его как поднос, как вам нравится. Ну, в принципе, вот такой вот симпатичный, ажурный, красивый поднос. Сегодня будем плести вместе. Начинаю оплетать свою крестовину. Для основы крестовины я взяла по 4 трубочки, разделила их на 2 пары и в шахматном порядке расположила. Это является основой моего плетения. Можете взять просто 4 трубочки, положить их сверху других 4 трубочек основ и начинать оплетать. После первого круга делим трубочки по 2 пары и разделяя их, оплетаю уже веревочкой из 2. И так постепенно я буду оплетать до нужного мне количества трубочек, стоечек, разделяя и добавляя по мере необходимости. Я начинаю раздвигать свои стоечки и оплетать их по одному, когда расстояние между стойками становится больше 2 сантиметров. Но обычно я беру немного с запасом, то есть мне нравится сейчас работать, раздвигать стоечки, когда расстояние чуть больше 2 сантиметров, то есть 2-3 и более. Как на мой взгляд, когда такой вот большой кармашек между стойками, они более удобно их раздвигать и оплетать потом. Вот сейчас вот видите, очень просто раздвигаются стоечки, и плетение получается не таким частым, то есть очень просто ложится веревочка из 2, и плетение само по себе не такое тугое. Когда расстояние между стоечками прям небольшое, получается такой плотный шаг, и очень тяжело зачастую бывает вот их оплетать, чтобы стежки ложились прям аккуратно, ровно. И, конечно, когда вот до этого у нас расстояние все равно, шаг был такой достаточно приличный, но мне не нравится, когда вот после такого шага там сантиметр, да, когда у нас идет стежок вот веревочки, потом следующий круг идет прям мелкий-мелкий-мелкий. Ну, как по мне, это сбивает очень сильно с рисунка. И как-то вот я сейчас стала плести вот таким вот способом. И мне это прям очень нравится. И напоминаю, что все наращивания трубочек выполняем за стойкой, чтобы у нас вот этот вот шов между 2 рабочих трубочек, когда мы их соединяем, был за стойками, чтобы с лицевой части их не было видно. Сейчас я буду менять все свои стоечки, донаращивать, потому что они у меня уже короткие. И если я буду переходить плетение на стенки, мне просто уже не хватит этой длины трубочек, чтобы поднять на стенки. Поэтому я их донаращиваю. Вот прям подрезаю острый конец, делаю под углом 45 градусов. Делаю вот как бы проглаживаю и складываю этот конец пополам. И донаращиваю трубочку. Сейчас расстояние между стоечками уже приличное, поэтому я донаращиваю свои стоечки и добавляю еще по одной с каждой левой стороны, чтобы это сократить расстояние между стойками, и оплету еще буквально круг или 2, чтобы стоечки стали, ну, как бы стали более плотными. И потом уже буду их раздвигать и оплетать по одному.
Сейчас я буду поднимать свои стоечки на стенку. Буду поднимать их веревочкой из трех. Для этого я вот так вот подкладываю внахлёст рабочие трубочки. Их будет 3, поэтому это веревочка из трех, в принципе. Вот таким вот образом. Это прямая веревочка, поэтому я беру крайнюю левую трубочку, заношу над двумя другими рабочими и вывожу за третью стойку. Вот опять беру крайнюю левую над двумя за стойку и стоечку поднимаю. И вот таким вот образом выплетается веревочка из трех и поднимаются стенки. Нужно обязательно обратить внимание, что стенки должны быть, стоечки должны быть у вас увлажненные. То есть, если вы закончили плести дно и у вас стоечки сухие, то намочите их и уберите в пакет хотя бы на полчаса. Потом они у вас размякнут и можно уже будет поднимать стойки. Вот, в принципе, по кругу вот так вот выполняя, то есть выполняя вот такую вот формулу над двумя трубочками за третью стойку, получается такой вот рисуночек веревочки из трех. Это прямая веревочка. Сейчас я вам покажу, как закрывать ряд, состыковывать, чтобы рисунок сохранялся. И потом уже следующий ряд у меня будет обратная веревочка из трех. Главное, следите за руками и наращивание выполняйте все наращивания за стойками. Мы подошли к первой стойке, из-под которой начинался первый стежок. Вот она у меня помечена. Вот отсюда пошла первая трубочка рабочая. Я беру крайнюю правую, заношу, отсчитываю 2 стоечки и завожу за третью. Также поступаю со следующей, то есть отсчитываю раз, два и за третью. И последнюю третью рабочую трубочку таким же образом. Вот у меня все 3 рабочие трубочки выведены вперед. Теперь схема веревочки обратной. Я беру крайнюю левую, уже веду трубочку не над двумя рабочими, а под двумя рабочими. И за третью стойку, вот под двумя и за третью. Таким образом у нас получается обратная веревочка из трех. То есть сочетание прямой и обратной веревочки нам дадут эффект такой вот вязаного рисунка. Схема вот абсолютно такая же, то есть по всему диаметру круга я буду выполнять. То есть под двумя рабочими трубочками крайнюю левую трубочку рабочую за третью стойку. Потом очень важный момент — контролируйте натяжение трубочек. То есть в данный момент вы не только проплетаете обратную веревочку, но еще и поднимаете свои стенки, да, трубочки основы, так называемые стоечки. Контролируйте натяжение трубочек, чтобы максимально ровно и правильно поднять ваши стоечки. Теперь, чтобы закрыть обратную веревочку, я беру и как бы продолжаю плести крайнюю левую, заношу за первую стоечку и оставляю назад. Вторую рабочую трубочку левую я уже протаскиваю под одну верхнюю трубочку, то есть под один виток. И последнюю третью я буду прятать под 2 витка. Вот сюда ее вывожу. Все трубочки оставляю за стоечками. Теперь веревочка состыковалась и получился вот такой вот вязаный рисунок.
Я хочу, чтобы у меня стеночка была чуть повыше, стеночка подноса, поэтому я проплету еще один ряд веревочкой из 3. Для этого я вывожу все рабочие трубочки опять вперед. Все торчащие кончики, какие вот остались, я подрезаю и прячу в плетение. Третья веревочка, третий круг веревочки прям зафиксирует мои все стоечки, они будут смотреть прямо. После каждого круга плетения обязательно все подправляйте, утрамбовывайте. Если где-то у вас перекосилось плетение, можно в этот момент выпрямить и проконтролировать, в общем, правильность направления плетения. Так, вот я иду на третий круг. Сейчас я буду плести прямую веревочку. Так, следите за тем, чтобы рабочие трубочки, каждая рабочая трубочка выходила за стоечкой. И продолжаю по той же самой схеме. Беру крайнюю левую над 2 рабочими трубочками за третью стоечку. Сейчас я буду закрывать прямую веревочку. Обычным способом я закрываю ее и кончики буду прятать все ненужные, нерабочие. Все обязательно подтягиваю, где надо, поджимаю. И все кончики я буду прятать в плетение. Так, теперь мне нужно сплести веревочкой из 2 основу каркаса для будущего рисунка плетения. Да, у меня будет кружево, ажурчик такой типа подносу, поэтому это будет служить как бы каркасом. Вот этот каркас я буду в дальнейшем оплетать. Берем веревочку из 2, то есть 2 рабочие трубочки, и я просто проплетаю по кругу, контролируя высоту. Обязательно проверяйте. То есть я брала линеечку, и в ходе плетения я следила, чтобы у меня высота везде по всему диаметру была одинаковая. Это очень важно, чтобы был красивый внешний вид вашего подноса. Итак, веревочкой из 2 старайтесь плотно витки друг к другу укладывать, то есть с натяжением таким, чтобы трубочки вставали ровно и их никуда не вело. То есть следите за тем, чтобы вот эти вот стоечки тоже были ровно стояли. Итак, веревочка из 2, я сейчас уже буду закрывать ее. Я не соединяла 2 рабочие трубочки в начале, то есть у меня там просто вот кончики, которые держатся за стоечку. Их я буду потом соединять, то есть я буду прятать в плетение. Вот сейчас я буду закрывать ряд, и у меня вот эти вот как раз-таки хвостики, они спрячутся в мое плетение, уйдут, и уже там зафиксируются, и ничего с ними не будет. Вот обратите внимание, как я их спрячу. У меня везде высота получилась 3 сантиметра. Проверьте еще раз, чтобы у вас везде была одинаковая высота. Или если вы не можете контролировать, вырежите по равную вот диаметру вашего подноса какую-то картонку или плотную бумагу, вставьте ее ситцем, ну то есть через одну стойку как бы змейкой, и уже сверху спокойно по ней оплетайте. Это тоже очень удобный вариант, и как раз везде высота будет одинаковая, не надо контролировать и проверять потом. Тоже очень удобно, так что имейте в виду. Сейчас я вот иду на второй круг веревочки, чтобы конструкция у меня была такая более, скажем так, устойчивая, и мое кружево могло цепляться за плетение. Я больше не буду проплетать, то есть вот я зафиксировала 2 круга веревочки из 2, то есть обычной веревочки, мне будет достаточно. Сейчас я вот подойду уже к концу и буду прятать свои кончики от рабочих трубочек. Кончики я буду прятать за стоечки. Прям я старалась спрятать вот не сбоку. Сейчас я вот подрежу.
свои рабочие трубочки, и я их буду прятать прям за стойкой. Контролируйте этот момент, чтобы потом другими рабочими трубочками мы могли спокойно прошивать вот это вот как раз плетение. Я подрезаю и стараюсь прям по стоечке сзади убрать аккуратно вот эту вот рабочую трубочку, чтобы она прям плотно прилегала к стоечке. Вот здесь я расширяю отверткой плоской, делаю кармашек. И вот сюда буду прятать свою рабочую трубочку, вот в этот вот кармашек, чтобы оно ни справа, ни слева потом не мешало рабочим трубочкам, которыми я буду оплетать, то есть создавать кружево. Все рабочие трубочки, какие-то хвостики можно спрятать в плетение, там прям видно кармашки вот эти вот отодвинуть в само плетение и спрятать туда все кончики. Если у вас это не получается, можете в принципе подклеить, обрезать и подклеить клеем ПВА. Когда он высохнет, он станет прозрачным и уже не будет видно его. Так что если вы новичок, можете воспользоваться в принципе и таким способом. Вот укладывайте, старайтесь, чтобы трубочка прям вот плотно-плотно села на свое место. Вот такой каркас у меня получился. И я буду выполнять вот такую вот, создавать вот такую вот ажурную петельку между двумя стоечками. То есть обратите внимание, у меня трубочка проходит, и сначала я продеваю справа, то есть беру правую стойку и продеваю с левой стороны. Затем я беру левую стойку, вот так расширяю отверстие, и с левой стойки в правую, с правой стороны под витком я создаю вот такую вот петельку. И дальше вывожу уже на следующую пару стоек. Таким образом у нас получается, что возле каждой стойки и справа, и слева у нас будет идти петелька. Рабочая трубочка. Опять вот я беру правую стойку, левую, расширяю то место, где у меня будет проходить трубочка. Если у вас трубочка не хочет ложиться, проходить, обрежьте кончик, чтобы кончик был жестким. Так проще работать. Или же можете воспользоваться спицей, то есть протянуть спицу и насадить на нее рабочую трубочку и протянуть вместе со спицей рабочую трубочку. Вот такой вот кружавчик у меня получается, вот такие вот петельки. Опять продеваю с правой стороны, расширяю, с правой стойки я расширяю левую сторону, продеваю рабочую трубочку. С левой стойки я расширяю правую сторону и под верхним витком я вывожу трубочку наперед. Все наращивания должны приходиться на место, вот где мы проплетали, то есть вот здесь. Вот тут должен быть стык наращивания рабочих трубочек. Это очень важно, чтобы его не было видно нигде. И внешний вид подноса, то есть не были видны вот эти вот шовчики. Это такой важный момент. Также смотрите, чтобы высота вот этих вот верхних петелек везде была одинаковая. Нижнюю петельку я, если она не хочет хорошо ложиться, я помогаю себе пальчиком. То есть я подставляю пальчик и вокруг него я огибаю, то есть делаю петельку, тогда она получается более ровной. Также перед тем, как плести, вот я протаскиваю трубочку. Благодаря этому трубочка становится более податливой, то есть я протягиваю ее в руке и уже потом наращиваю. Таким образом трубочка она более лучше ложится. Если у вас полые трубочки, то есть вы крутили на спицу какую-то достаточно такого большого размера, вы можете продеть леску. С леской у вас не будет заломчиков, и трубочка будет ложиться плавно и хорошо. Но у меня расстояние, в принципе, внутри достаточно плотное, поэтому я оплетала это без лески, и результат меня вполне устроил. Вот таким вот образом я буду по всему диаметру каркаса, да, оплетать, создавать вот такой вот ажурчик.
опять вот у меня будет место наращивания, уходить вот сюда, вот прятаться за эти две веревочки. Итак, я подошла уже к последнему витку. Итак, расширяю, протаскиваю вот таким вот образом. Это у меня предпоследний виток идет. И последнюю петельку я создаю вот таким вот образом. То есть здесь у меня уже начиналось плетение. Тут у меня одна рабочая трубочка есть. Теперь у меня здесь должен оказаться кончик. Аккуратно, вот я подрезаю, чтобы он был более плотным и легко проходил. Аккуратно вот протаскивайте, чтобы у вас не выскочил верхняя ваша трубочка. Создайте аккуратную петельку и подрежьте. Смотрите, вот здесь вот я взяла слишком большое расстояние, но я сейчас вам покажу наглядно, как это выглядит, как спрятать. Вот это очень много я оставила, и кончик будет торчать. Поэтому, чтобы кончик не торчал, я трубочку немного как бы вперед протаскиваю, подрезаю покороче и свою петельку возвращаю на место. Таким образом у меня мой обрезок трубочки спрячется в плетение, и его не будет видно. Вот так вот внахлёст друг к другу расположите эти трубочки, и они тогда спрячут друг друга, то есть закроют плетение, и место стыка будет не видно за вот этими двумя рядами веревочки. Вот таким вот образом расположите трубочки, и у вас плетение состыкуется. Теперь обязательно проверьте, чтобы высота всех петелек была примерно одинакова. Если где-то не одинаково, то подправьте, то есть подтяните, сделайте петлю немножечко пониже. Ну, в общем, расправьте. Так, так как я плела по спирали, у меня немножко стоечки ушли вперед. Все это подправьте, то есть я вот прям назад вместе со стоечками, вместе с петельками вот таким вот образом выпрямила все свои стоечки. И сейчас я буду проплетать пару рядов обычной веревочкой, чтобы выполнить загибку. Итак, первый ряд веревочки я прям плету максимально близко к краю кружева. Ничего необычного, просто обычная веревочка из двух. Но потом мы ее немного опустим, эту веревочку. Но я вам покажу, в общем. Сейчас просто проплетите один ряд обычной веревочки из двух. Я подошла к первым виткам, к первой стоечке и прячу свои кончики в плетение. То есть вот здесь вот видно, что а, один слой как бы наслаивается на другой. Вот. Так, сейчас я пойду на второй круг, но перед этим я опущу свою вот эту вот веревочку вниз, вот прям под вот эти вот петельки. Таким образом у нас петли еще больше будут выпирать вперед, как бы создавая вот такой вот прям воздушный ажурчик. Его сбоку это будет выглядеть не плоским, а вот таким вот рельефным. И вот это вот первый слой веревочки, первый круг веревочки, он уйдет и будет прям практически незаметный. Но, как по мне, вот именно вот этот вот момент создает наклона вот этого вот кружева, создает такую вот, придает воздушность, что ли, самому плетению. И уже вот второй круг веревочки, он у нас встает как бы вот на то место, где был первый. Я проплела вот буквально 2 круга,
ровным счетом для того, чтобы выполнить загибку, чтобы загибка у нас тоже за что-то цеплялась. Я доплела второй круг, срезала рабочие трубочки, подрезала их, и вот сюда вот в плетение с правой стороны от стоечек я спрятала свои концы. Подрезаю все выпирающие части рабочей трубочки, и сейчас буду вставлять новые увлажненные стоечки. То есть для этого я беру влажную трубочку, освобождаю вот здесь место, заготавливаю, подрезаю влажную трубочку под острым углом и сухую срезаю. Таким образом я буду влажными трубочками выполнять загибку. Опять вот подрезала, освободила место, вставила трубочку и срезала сухую стоечку. Но по всему периметру я сразу этого делать не буду, чтобы трубочки не высохли. Буду выполнять разгул за 3 прута. Вот так 1, 2, за следующую стоечку мы 3 прута загибаем. Берем крайний левый, заводим за стоечку, за вторую, подрезаем и накрываем соседний. Таким образом у нас будет выполняться разга по всему диаметру. То есть вот берем крайнюю левую трубочку, заводим за свободную стоечку вот сюда вот. Здесь я уже буду подрезать вот и менять по ходу разгиб плетения, чтобы трубочки не высыхали рабочие. То есть вот крайнюю левую за свободную стоечку подрезаю так где-то на сантиметр, чтобы торчала трубочка, и накрываю соседней стоечкой. Вот сейчас я подхожу уже к тому месту, откуда начиналась разга. Здесь по рисунку прям видно, куда нужно укладывать трубочки. Вот я беру крайнюю левую. Вот сюда вот свободную петельку первую я протаскиваю первую трубочку, подрезаю ее и накрываю второй. Я вот протаскиваю трубочку. Теперь беру следующую крайнюю левую и смотрю по рисунку. То есть если посмотреть сверху на поднос, там прям будет видно, вы поймете по рисунку, куда нужно ставить, протаскивать трубочку. Если вам это непонятно, то в начале, в самом, когда вы вот 3 прута вот эти начинали мы плести, первые 3, подкладывать вот к этим трубочкам еще по одному обрезку, как бы резервируя место, куда нужно будет укладывать трубочки. Но я смотрю вот так сверху по рисунку, и там сразу видно, куда должна идти трубочка. Я освобождаю вот так вот, немного приоткрываю плетение, протаскиваю трубочку. Можете помочь себе шилом или отверткой. И обрезаю. Немного на себя натягиваю. Таким образом у меня трубочка потом уйдет в плетение. И последнюю третью, вот здесь прям видно, что она должна идти вот между этими двумя за вот эти вот 2 прута. Вот таким образом я закрываю свою разгу. У меня рисунок состыковывается. И здесь уже дальше вы можете смотреть. Если хотите, вы можете добавить какие-то ручки на свое усмотрение вашему подносу. Ну, тут уже все зависит от вкуса. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если что-то непонятно, комментируйте. Я обязательно вам отвечу. Всем пока-пока.